Сегодня приготовим классическое дрожжевое тесто для тонкой пиццы. Я буду готовить на килограмме муки. Этого хватит на 8 пиц диаметром 30 см. Для начала отмеряем пол-литра воды и ставим ее охлаждаться. В идеале вода должна быть очень холодной. В емкость для замешивания просеиваю килограмм муки из твердых сортов. Белка в составе должно быть больше, чтобы тесто не плыло. А еще очень важна температура. Именно она контролирует брожение, как быстро и как долго оно будет продолжаться. Низкие температуры теста замедляют скорость брожения, обеспечивая более длительный период созревания для теста и делая его структуру более гладкой. То есть тесто не так сильно растет и при этом легче растягивается и не рвется. В 60 мл теплой, но не горячей воды добавляем 4 грамма живых дрожжей. Подкармливаем наши дрожжи 1 чайной ложкой сахара, чтобы они лучше запустились. И отставляем в теплое место на 5-10 минут. В муку добавляем 20 граммов соли. Вливаем холодную воду, работать мы будем руками. Начинаем замешивать. Вода впиталась и тесто имеет вот такой рваный вид. Сразу добавляем дрожжи. Продолжаем месить. Тесто начинает собираться в комок. Теперь вливаем 20 граммов растительного масла. Лучше всего использовать оливковое. Несколькими уверенными движениями вмешиваем масло и можно выкладывать на стол. И вот тут начинаем активно и сильно вымешивать. Сначала тесто будет липким, но с каждой минутой оно будет становиться плотнее и начнет само собираться в комок и очень легко отделяться от рук и стола. При натяжении оно еще лопается по поверхности. Продолжаем вымешивать. Будьте готовы к тому, что это займет достаточно длительное время. Это не самый легкий процесс, поэтому подавляющее большинство пиццейол в Италии мужчины. Когда поверхность теста натягивается, но не рвется, можно закончить вымешивать. Убираем обратно в емкость, закрываем полотенцем и отставляем минут на 20-30 в теплое место. Следующий этап один из самых важных. Пока мы ждем теста, у нас есть время подписаться на канал, и я в конце видео прочитаю кулинарное предсказание из печенья судьбы, которое сбудется только для подписчиков канала. Тесто слегка подошло, но не раздулось как хлебное. Разминаю тесто в небольшую колбаску и шпателем режу его на порции. На весах проверяю, чтобы кусочки были около 200 граммов. Один из важнейших процессов – это правильно завернуть тесто. Мы вминаем его пальцами под низ, при этом натягиваем вверх. Не сильно усердствуйте, чтобы оно не порвалось. Залепляем низ, и в итоге у нас должен получиться плотный упругий шарик. Именно эта ровная гладкая поверхность и будет низом нашей будущей пиццы. Присыпаем герметичную емкость мукой, выкладываем готовые шарики на приличном расстоянии друг от друга, закрываем крышкой и убираем в холодильник на расстойку. Для того, чтобы из теста можно было выпекать пиццу, оно должно провести в холодильнике не меньше часа, а лучше 2. А вообще свою идеальную для раскатки консистенцию это тесто приобретает через 24 часа, то есть на следующий день. Использовать его для пиццы можно также и через день, но тут все будет зависеть от качества вашей муки. Чем выше в ней была клейковина, тем лучше тесто будет храниться и наоборот. О конкретных рецептах пиццы мы с вами поговорим в следующий раз. А пока подписывайтесь на канал и посмотрите, как приготовить кубите и индийский золотистый картофель с сыром. А теперь предсказания для всех подписчиков нашего канала. Наступает удачное время для десерта. Загляните в холодильник, там есть все необходимое.